Дыхательная практика «Квадрат» — это простая техника для быстрого снятия стресса, успокоения ума и повышения концентрации, основанная на 4 равных фазах — вдох, задержка, выдох, задержка. Каждая фаза выполняется на 4 счета, приблизительно 4 секунды. Практика помогает нормализовать сердцебиение и снизить кровяное давление. Дыхательные упражнения, практикуемые в йоге с древних времен, имеют множество преимуществ. Этот блок — исчерпывающее руководство по выполнению дыхательных упражнений, которые могут помочь успокоить нервные реакции в стрессовых ситуациях. Давайте узнаем больше о квадратном дыхании и его пользе. Эта практика имеет определенную технику, очень простую и понятную. Достаточно представить себе обычный квадрат. Каждая его сторона — это дыхательный цикл. Вдох, задержка, выдох, задержка. Все фазы имеют одинаковую длину. Каждая из них длится одинаковое количество счетов, чаще всего 4. Эта техника стала популярной не случайно. Она проста в освоении, не требует условий или оборудования, и ее можно использовать буквально где угодно, сидя в офисе, в спортзале, транспорте или даже перед сном. Чаще всего квадратное дыхание используют в спорте перед тренировкой, чтобы улучшить концентрацию и подготовиться к подходу или выступлению. В йоге и медитациях, чтобы углубиться в себя, осознанно выполнять асаны и расслабить тело, особенно мышцы. В психологической практике для снижения тревожности и стресса, например, перед важной встречей, разговором, публичным выступлением или экзаменом. В тренировках спецподразделений, как инструмент управления эмоциями в стрессовых ситуациях. Задача техники — стабилизировать внутренние процессы, сердечный ритм и работу нервной системы. Благодаря этому улучшается самочувствие, мысли становятся ясными, упорядоченными, появляется ощущение контроля над своим состоянием. Давайте рассмотрим, что происходит во время дыхания 4 на 4. Снижается уровень стресса и кортизола. Медленное ровное дыхание посылает нервной системе сигнал «опасности нет». В свою очередь, тело перестает держать защитное напряжение, а мозг начинает работать более спокойно и эффективно. Повышается концентрация. Когда дыхание спокойное, мозг получает больше кислорода. В таком состоянии мысли становятся ясными, понятными, четкими, нет растерянности. Вы можете лучше фокусироваться и принимать решения без суеты. Появляется эмоциональный контроль. Когда вы контролируете свое дыхание, чувствуете, что снова управляете своим состоянием, а не плывете в потоке эмоций. Тело расслабляется, оно становится податливым, сердцебиение выравнивается и дыхание становится более глубоким. Так возвращается стабильность, уверенность, способность действовать быстро и эффективно. Научиться дышать в коробке просто и быстро. Эта техника доступна каждому и полезна, когда нужно восстановить концентрацию или повысить уровень сосредоточенности в стрессовых ситуациях. Чтобы помочь вам сосредоточиться на дыхании, найдите тихое, слабо освещенное место для практики дыхания. Шаг 1. Дышите медленно. Сидя прямо, медленно вдыхайте через рот. Это позволит удалить весь кислород из легких. Следите за своими движениями и тем, чего вы хотите достичь. Шаг 2. Дышите медленно. Сделайте 4 спокойных, глубоких вдоха через нос. Во время этого момента мысленно медленно сосчёйте до 4. Почувствуйте, как каждая часть легких по очереди наполняется воздухом, пока легкие полностью не наполнятся и воздух не переместится в брюшную полость. Следующий шаг — это задержать дыхание на счет 4. Шаг 4. Продолжайте дышать. Шаг 5. Задержите дыхание еще на 4 счета. Выдохните через рот, медленно считая, сколько воздуха выходит из легких и живота. Обратите внимание на ощущение выхода воздуха из легких. В идеале дыхательный цикл в коробке следует выполнять 4 раза за один сеанс. Практикуйте дыхание несколько раз в день, чтобы успокоить нервы и снизить стресс. Новичкам бывает сложно освоить правильную технику дыхания. После нескольких вдохов и выдохов головокружение — это нормально. При частых тренировках можно продлить время.
Если вы чувствуете головокружение, посидите спокойно минуту, а затем снова начните дышать нормально. Исследования показали, что целенаправленное глубокое дыхание может контролировать и расслаблять вегетативную нервную систему, ВНС, которая регулирует непроизвольные процессы в организме, включая температуру. Дыхание по квадрату может вызвать почти мгновенное чувство спокойствия и снизить кровяное давление. Когда вы задерживаете дыхание, углекислый газ может накапливаться в крови, поэтому во время выдоха блуждающий нерв, главный нерв парасимпатической нервной системы, помогает замедлить сердечный ритм, контролировать дехекацию и улучшить сон. В стрессовых ситуациях симпатическая нервная система становится гиперактивной. Дыхание по квадрату помогает преодолеть это состояние. В результате достигается состояние спокойствия и расслабления, как в теле, так и в уме. Дыхательная техника квадратного дыхания считается особенно эффективным методом лечения психических расстройств, включая депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, паническое расстройство и генерализованное тревожное расстройство, ГТР. Она также может помочь в лечении бессонницы, позволяя расслабить ум и тело перед сном. Дыхательная техника даже может быть эффективной в купировании болевых ощущений. Дыхание по квадрату можно практиковать везде, оно не только подходит для стрессовых ситуаций. Его можно выполнять на работе, дома, в общественном месте или где угодно еще. Оно помогает расслабить тело и ум, позволяя восстановить силы и оставаться бодрым. Нервная система гибкая, и при правильной практике ее можно сделать менее восприимчивой к стрессу. Обучение правильному дыханию и частая практика могут помочь снизить реакцию тела и разума к тревоге. Для наилучших результатов эксперты рекомендуют практиковать дважды в день, вне зависимости от самочувствия. В тревожной ситуации дыхание становится поверхностным и учащенным. Это создает дополнительную нагрузку на организм. В это время симпатическая нервная система находится в состоянии повышенной готовности, создавая реакцию «бей или беги». Дыхание по квадрату активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за успокоение и расслабление.